Всем привет, дорогие мои друзья, подписчики, кто заглянул на мой канал. С вами Анжелика. Сегодняшнее видео я хочу посвятить своим планам. Долго думала, размышляла, стоит ли вообще снимать это видео или не стоит, потому что я человек такой настроение, планирую одно, у меня все кардинально меняется тут же и сразу. Но все равно я вот так села, хорошо подумала и решила, что все-таки надо. И все-таки надо себя немножко организовывать, не надо сильно распыляться. Ну, хотя посмотрим. Я напланировала. Хочу, пускай даже это будут просто мечты. Исполнится это все у меня дело или нет, мы посмотрим в конце года. Мне самой даже интересно. Вот, и я приготовила сразу вот такую вот замечательный пакет. Смотрите, какой он красивый, битком набитый, плотно-плотно напихала то, что я запланировала на этот год. Не могу я уже откладывать и ждать. Время идет, девочки уже давным-давно показали планы, а я только сейчас созреваю. Вот, девочки, первое превью. Вот такой вот чудесный наборчик. Он у меня уже начат, я вам так скажу, уже начат. И я вам даже сейчас покажу, сколько я уже навышивала. Этот набор я вышивала в новогоднюю ночь. Вот покажу сейчас вот этот вот сюжет. И сюжет, который я планировала начать в новогоднюю ночь. Вот о нем я мечтала. Год тигра. Символично. Я его очень давно хотела и решила, что новогоднюю ночь у меня будет старт этого чудесного тигра. Все вы его знаете. Это набор от Новой Слободы. Прекрасный рай диких джунглей. Он яркий, шикарный. Но начала вот именно с этого сюжета. А почему? Да потому что я под елочку получила вот такой вот чудесный подарок от Чарівна Мить накануне праздника. Вот такой вот сказочный сюжет. Я, девочки, скажу, потеряла дар речи. Я не знала, что мне будет рукодельный такой вот шикарный подарок. Моя дочка мне подарила, спасибо ей огромное. Вот она знает мои вкусы и предпочтения, но дело в том, что когда это все собиралось, организовывалось, дарить подарки, вот она мне говорила: мама, вот 100% тебе ничего из рукодельного не будет, ты даже не рассчитывай, и подарок у меня будет совсем другой, интересный, особенный, но не рукодельный. И вот она достает вот этот вот прекрасный сюжет с Дедушкой Морозом, который стучится в дверь. Шикарный такой сказочный домик, я обожаю домики. Идет снежок, елочки, снеговик вот этот вот, очень сказочный, классный такой сюжет, девчонки. Но тигра я же отложила, но отложила его ненадолго. Скорее всего, что я его начну 1 февраля, когда по-настоящему в свою силу вступает год тигра. Вот его я, конечно, обязательно начну. Вот он у меня в планах, так и будет. А старт случился с этим, и сразу покажу, что же я уже навышивала. Вышился у меня уже главный персонаж. Эта работа уже в процессе. Планы планами, видите, а я вам уже старт показываю, но я не могу держать интригу. Мне хочется уже показать, что у меня есть на данный момент. Вот, посмотрите. Вышивается превосходно, как по маслу, все мне нравится, девочки. Чарівна Мить, как я в нее влюбилась. Вот у меня уже в процессах 3 сюжета от Чарівної Миті. И я вышиваю, и одно сплошное удовольствие. А кстати, вот планы мои на том и формировались, что я хотела начать сразу, чтобы у меня были в процессах все производители. Чтобы был и ЛКС, что была и Нова Слобода, и Чарівна Мить, и Овен. Так получилось, что у меня Чарівна Мить уже 3 набора.
Уже 3 набора и вышиваются быстро, легко. Ну, вообще, очень мне понравилось. Я так влюбилась. Схемы прекрасные. Вот эти вот первые 2 наборчика. Поехали дальше. Что у меня на очереди еще? Затем вторая, Новая Слобода. Вот видите, вот это я так планирую по одному наборчику каждой фирмы. Ну вот вторая, Новая Слобода. Вот эти птички я, скорее всего, начну где-то в марте. Да, скорее всего, что в феврале у меня будет начат тигр. Птички будут в марте. Шикарный сюжет. Очень мне тоже понравился. Почирикаем. Купила я в прошлом его году на выставке Новой Слободы. И не хочу его долго держать. Вот в стартах он у меня будет. Я надеюсь, что он и вышится. Он, ну, мне кажется, что он не тяжелый. Вы, девочки, скажете, что у меня в процессах уже в текущих очень много, 20 наборов. Это не шутки. Но я буду так стараться, что продвигать то, что у меня уже начато. Это будут в основных процессах, а это будут старты. Ну, как-то буду совмещать. И, конечно, хочу финиш и буду заканчивать из того, что и есть. Так, далее у меня хочу вышить вот такой маленький Dimensions. Он совсем малюсенький. Тема мне очень нравится. Кухонная такая. Это вкус то ли Средиземноморья. Ну, я не знаю, как называется этот сюжет. Но посмотрите, девочки, вы его все знаете. Я думаю, вышиваться будет одно удовольствие. Маленький. И почему бы и нет, я тоже хочу его вышить. Когда я его возьму, ну, это может быть будет лето, весна. Ну, вышиваться он у меня будет. Затем весной я обязательно хочу начать вот такой вот набор от Лукаэс. Это из новинок прошлого, позапрошлого года. Прошлого, наверное. Очень мне нравится сюжет. И тоже не хочу его держать в запасах, девочки. Я его стартану, и будет он потихонечку у меня вышиваться. А вдруг он вышивается вообще прекрасно, то он и быстро вышьется. Но от Лукас у меня уже много наборов, но я еще ничего не пробовала. Вот этот будет первый, который я возьму в работу. Spring Flowers буду вышивать. Их 2 сюжета с желтыми тюльпанами. Но мне понравился вот этот вот. Вазы, гжелевские. Шикарный набор. И пойдет он у меня тоже весной. Туда, когда мне будет очень хотеться цветов, буду его обязательно вышивать. Далее у меня в работе будет вот такой вот сюжет от Dimensions. Это подарок. И подарок грех держать в корзинке, где-то там в захомяченных запасах. И я хочу большое спасибо сказать дарительнице этого набора. Я уверена, ты меня смотришь. Большое тебе спасибо. И буду вышивать этот шикарный набор. Вот видите, у меня подарок от Чарівної Миті, который я не удержалась, сразу схватила и пошла вышивать. Потом подарок вот этот. Он лежит, я о нем все время мечтаю и думаю. Лежит с моего дня рождения. День рождения у меня в августе. Но зачем я буду себя мучить и буду держать? Нет, я возьму и этот нежный букет буду отшивать. Прекрасные цветы. Вот этот вот Dimensions. Видите, у меня уже 2 Dimensions будет запущено. Далее, девчонки, что же я еще хочу? Я хочу, чтобы у меня в работе были сэмплеры. Много шелеста. Вот этот сэмплер, который я приобрела совсем недавно. Купила на распродаже на AliExpress, которая у них была 11 ноября. 11.11. Вот он, этот сэмплер. Я, естественно, не удержалась. И я его уже начала. Показать, что я уже вышила?
Так, прошу прощения, не подготовила. Сейчас пошелещу немножко. Так, ниточки. Ниточки. И что же я начала вышивать? Канву я не меняла, как и говорила, что я не буду вышивать на ткани, а буду вышивать на оригинальной канве. И что же у меня получилось уже? Вот, посмотрите. Это один день. Результат одного дня. Видно вам? Я надеюсь, все видно. Ткань, видите, очень такая помятая, потому что я вышиваю не на пяльцах, а вышиваю на руках. Вот такая вот красота уже получается. Я думаю, крестики достаточно ровные. Ну, как бы мне нравится, все меня устраивает. Вышивать мне на руках очень удобно. И я вышиваю в 2 прокола, и так быстрее идет процесс. Поэтому пока вышиваю так. А там видно будет. Может быть, еще и запялю в пяльце, но пока так. Вот этот сюжет еще раз покажу. Так, где превью взять, чтобы вам сильно не шелестить. Вот, я начала с центра вышивать. И вот средний элемент, показывая пальцами, вот этот вот дерево или ваза, видите, большая ваза, вот я начала вышивать именно с центра. Очень интересно. Это для меня новый опыт. Класс. Я в восторге, в диком восторге от этого сэмплера. Я думаю, будет шикарно. Пускай это будет вышито и на канве, но все равно результат будет не хуже, я уверена. Вот, это один из сэмплеров. Сейчас один. И покажу, здесь положу вам превью, так чтобы вы видели, что он у меня тоже есть в планах. А дальше летом я возьму вышивать вот такой сэмплер. Сэмплер от оригинального дизайнера, вернее, от дизайнера Rosa Woodmanner. Ну, это реплика у меня, не оригинал. Вот эти корзинки. Ну, там, где у них есть, даже это не сэмплер, а квакер, правильно? Там есть зимний квакер, осенний, летний и весенний. Вот я еще посмотрю на результат, что получится здесь у меня. И если понравится... Еще мне нравится осенний. Все бы я не вышивала, это однозначно. Ну, посмотрим. Время покажет, как это все дело у меня пойдет. Очень мне нравится. Это будет у меня в планах летом. Сэмплер очередной. Дальше по плану у меня будет не Лука С, а чудесная игла. Чудесная игла. И вот такие вот шикарные, сказочные, яркие павлины. Очень мне нравятся павлины. У меня уже есть павлины от Риолиса. Ну, мне одних мало. Мне показалось мало. Нужно еще и этих. Тоже я их начну. Когда я буду начинать то ли весной, то ли летом. Ну, посмотрим по настроению. Но то, что он у меня будет в работе запущен, это однозначно. Девчонки, ну, я говорю, вот как пойдут наборы в отшиве, может, даже и будут и сразу финиш и старт. А может, я просто их начну и хотя бы процентов по 50 повышиваю, и они у меня будут потом на завершение в следующем году. Все может быть. Так, чудесная игла. Далее мне бы очень хотелось, мечтаю еще о таком наборе. Золото заката. Овен. Очень красивый, девчонки. Очень красивый. Готовясь к этому видео, я же думала о своих всех работах. Не слишком я там распыляюсь. Может, я много нахапала. И мне потом финиши не видеть как своих ушей, если я много так развела процессов.
Но дело в том, что мне он даже приснился, этот сюжет. Вот именно этот. Ну, то есть он должен быть у меня в работе обязательно. И должен вышиваться, а не лежать. Ой, какой он красивый. Золото заката от Овен. Овен мне понравилось вышивать. Я уже вышила ягодный ликер. Очень красивая, вернее, качественная, классная. Ну, очень мне понравилась схема. Поэтому я думаю, этот набор будет вышиваться с удовольствием. И он у меня пойдет как по маслу. Далее я еще хочу летом второй набор от Лука С. Вот такую вот ветку с яблоками. Видите, здесь сразу и цветы, яблочный цвет, и яблочки. Хочу его тоже, вот эту панель, начать вышивать. Очень мне нравятся эти веточки. У меня пока только две. Купила пока только две. Так как у меня в интерьер получается 2, 3 не вписывается. Почему? Потому что будет с одной стороны и с другой стороны. То есть как арка сделана у меня, вход на кухню. И там довольно-таки широкая стена, где позволяет повесить картины такого, ну, как панельки. И я хочу их вышить именно при входе на кухню. С двух сторон повесить вот такие шикарные, яркие сюжеты от Лукас. Вот это у меня будет, скорее всего, старт летом. Где-то туда, летом. Однозначно пока не сейчас, потому что у меня сейчас зимние сюжеты. Ой, девчонки, распыляюсь я. Как же я распыляюсь. Хочется и то, и то. Ну, ничего. Зато я беру в руки набор и вышиваю с таким удовольствием, с таким упоением. Я вам не могу передать. А сейчас я вам покажу, что я еще хочу начать. Но это начало у меня будет при условии, когда я закончу вот этот сюжет от Dimensions. Он у меня тоже уже, в принципе, на финишной прямой, я так считаю, хотя вышивать достаточно еще много. Вот это вот вся нижняя часть, ромашки, вот это, где котик сидит, вот этот куст. Ну, то есть процентов 45, где-то процентов 40 мне еще вышивать. Но я вот чувствую в себе силы, что я его закончу, у меня будет финиш в этом году. Я так очень хочу. Этот я точно буду к финишу продвигать. И когда я финиширую с вот этим наборчиком от Dimensions, я обязательно начну вот этот набор от Amishop «Калитка влюбленных». И мне кажется, они вдвоем прекрасно смотрятся в одной сюжетной линии. Хотя, конечно, здесь обычная такая вот форма, здесь овал. Ну, если по оформлению, ну, ничего страшного, меня не смущает. Ну, как есть, так и есть. Но по сюжету очень они созвучны. И это не только я подметила, другие девочки тоже об этом говорили. Так что вот этот сюжет тоже у меня в планах. Тоже в планах. Пока положу сюда. Хочу еще финишировать. Вот покажу вам из тех, которые у меня уже в процессе. Но все-таки то, что я буду близко уже к финишу двигать, однозначно хочу финиш зимней деревеньки. Вернее, праздничной деревеньки. Она у меня уже почти наполовину вышита. Еще, конечно, над ней поработать надо прилично. Но сейчас вышиваю небо, девочки. И мне кажется, что я до конца зимы должна ее осилить. Я хочу этого. Я тоже буду к финишу ее двигать. Вот если бы у меня все получилось, у меня бы были бы итоги года с Dimensions. Видите, как я хочу и садовую калитку, и вот эту, и маленькую. В общем, Dimensions. Хочу Dimensions. Ну, я думаю, мои мечты должны осуществиться. Я буду стараться. Я чувствую, что я должна это все закончить. И хочу азиатскую девушку тоже обязательно закончить. Вышивать мне ее очень нравится. И она мне сама очень нравится. И не хочу ее
тащить еще в следующий год. Но это те процессы, которые у меня будут в активных, над которыми я буду работать обязательно. Несмотря на то, что я буду начинать и начинать и начинать. Зачем я буду себе отказывать? Но и финиши у меня должны быть обязательно. Вот эти вот 3, что я заявила, 2 Dimensions, 1 Lanard, вот это я буду стараться и работать над ними. Так, все я вам показала в своем пакетике. Нет, не все. Конечно, не все. Придет осень, мне же тоже нужно что-то начать. И осенью я хочу начать вот такие вот белые грибочки, которые приобрела на выставке Новой Слободы. Обязательно их тоже запущу в процесс и буду вышивать. А может быть даже и раньше, может быть и в августе их начну. Девчонки, ну в стартах я себе отказывать не буду. Видите, как я себе напихала? Я о стартах давно мечтаю. Еще, наверное, с сентября месяца меня распирает все время что-то начать. Но я то стараешься что-то закончить, то что-то подворачивается, под руку вышиваешь совсем то, что вообще не планировала. Ну, я так могу. Ну, будет у меня вот такой вот старт. Хотя я думаю, если я опять в августе попаду на выставку Новой Слободы, и там же будет сколько новинок, у них столько новинок, девчонки, я обязана, просто обязана еще что-то приобрести. Так что, девочки, я вам не даю клятву, что я больше, кроме того, что я вот сейчас вам показала, больше еще чего-нибудь не начну. Ну, пускай буду разводить процессы, но я буду их и вышивать, буду получать удовольствие. Ну, мне, конечно, девочки пишут в комментариях, что и не спится им спокойно после того, как понимают, что у них много-много процессов в работе. Мне спится отлично, крепко. И я от этого, когда у меня много процессов, у меня только кайф. Я, когда скучаю и беру этот процесс, который моей душе сегодня и сейчас нужен, я беру, и, девочки, он у меня летит. Если мне не хватает одного дня, я на второй, на третий день с ним поработаю. Потом, конечно, все, мне надо куда-то еще переключиться на какой-то другой дизайн. Но если я себя давлю и заставляю постоянно, вот надо мне финишировать с вот этим, надо закончить, здесь осталось 2 дня посидеть. Девочки, у меня эти 2 дня растянутся на месяц. Я так не могу. Мне нужно что-то новенькое, что-то интересное, и я тогда вышиваю с превеликим удовольствием. И еще хочу елочные игрушки. Елочные игрушки хочу вышивать хотя бы по одной, какой-нибудь, чтобы в месяц у меня выходила какая-нибудь игрушка на елочку. То бишь это будет или волшебная страна, либо это будет что-то вышито, ну, типа пинкипа, потому что сюжетов у меня много. Ну, в общем, что-то мне хочется. Как я с этим всем буду успевать и справляться? Ну, время покажет. Посмотрим. То ли это мои мечты, то ли это все я смогу воплотить в реальность. Ну, посмотрим. И вот такие вот прекрасные пинкипы, игрушки от Dimensions, это реплика Dimensions от Amishop. Как они называются? Что-то там Old Ornament, что-то, ну, короче, вы все знаете. Вы все прекрасно знаете эти сюжеты, эти игрушки, они великолепные. И я их заказала, они у меня же год лежат. Но я не хочу, чтобы они лежали, и я их буду потихонечку вышивать. Потихонечку. Получится что-нибудь вышить из этого. Хотя бы 3 штуки. Хотя бы 3. Я не говорю, что все 6. Но что-то буду вышивать. И пластик у меня обязательно будет в работе. Но сейчас я вам не покажу, потому что, опять же, я человек настроения. Я не хочу сейчас прямо так уж сильно себя загонять и говорить, что вот четко вышью вот эту игрушку, вот эту. Нет. Вот что вышью, то и будет мое. С игрушками я так уже немножко дала себе такую вольную. Ну, а то, что вот эти вот процессы, все, что вы видите на столе,
Девочки, у меня все нормально. Не говорите, что я, может, там куку, поехала, развожу свои процессы. Но мне так хочется. Мне так хочется. Я о них думаю. Ну чего я буду думать и кому я что обязана? Мне хочется, я начну. Я думаю, вам будет интересно за этим всем наблюдать. Старты будут, если не каждый месяц, а может быть даже и каждый месяц. И финиши тоже будут. Я в своих работах, которые у меня уже в процессах текущих, не забыла. Я прекрасно все помню. Сейчас я все эти наборчики верну опять в пакет, плотно напихаю, и потом буду потихоньку доставать и распределять все по папочкам, поставлю на свои полочки и буду их вышивать. Вот так вот мне хочется. И думаю, вам тоже это понравится. Ну, вы со мной не заскучаете, я вам гарантирую. Это будет интересно. И мы так год с вами проведем. Ну, посмотрим, что из этого получится. Вот так вот, девочки, нафантазировала я. Ну, а теперь пошла потихонечку это все дело вышивать, воплощать мечты в реальность. Сюжеты все прекрасные, все яркие. И будем вышивать и наслаждаться процессом. И вы, я думаю, от видео получите невероятное удовольствие. Кстати, к слову, я стараюсь снимать видео так, чтобы вам было интересно, почему. Вот я сама люблю такой контент у девочек, у которых много процессов. Я вот, когда вот говорят там рукодельный дневник, и я не знаю, что девочка покажет, что же она вышивала в этот месяц, в эти 2 недели, чтобы процессы менялись, чтобы это было интересно. Ну вот как-то вот так вот я стараюсь, как мне самой нравится, так стараюсь и видео снимать. Все мы любим покупки, все мы любим итоги, планы. Вот сейчас самые интересные такие видео, еще когда вот апрельские старты. Вот меня привлекают такие видео, когда там есть старты, покупки, такие волшебные слова, что все, я за них залипаю и прекрасно провожу под свое вышивание время под такие видео. Спасибо вам большое за внимание. И если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, пишите мне комментарии. Я буду всегда вам рада. Я очень благодарна всем тем девочкам, которые пишут мне комментарии. Я просто счастлива. Спасибо большое, что вы у меня есть. И до новых встреч. Пока-пока.